Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Германия начнет массово сжигать уголь ради военного противостояния с Россией. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, как Германия, которая яростно закрывала АЭС, которая яростно закрывает с помпой свои современные угольные электростанции, будет все-таки сжигать уголь. Это как нужно в воздухе-то переобуться? Ну, смотрите, тут суть вот в чем. Я позволю себе небольшую цитату. Новая коалиция председателя ХДС Фридриха Мерца в Бундестаге одним из пунктов нового плана для Германии включила перенос отказа от угля с 30-го года на 38-й. Инициатива даст возможность ВПК страны, и дальше прям цитата вот этих персонажей, обеспечить рост выпуска продукции на период предполагаемых военных действий с Россией. Кстати, их начало в Берлине планируют на 27-30 годы. Ну, отложим как-то в сторону вопрос о том, что тревожно, что они там что-то планируют на эту тему. И поговорим об этом несколько с другого конца, если позволите. А вы мне запретить не можете, поэтому вот. Поэтому я себе позволю сам с другого конца подойти к этой теме. А почему с 30 на 38 год переносят? Что это за... Чем это мотивировано? Тем более, ну, хорошо, там с 27 на 30 год у них какое-то безобразие намечено. Так зачем с 30 переносить на 38? Где логика? У вас какое-то безобразие как раз до 30 года должно начаться, ну, либо вот 7-8 как-то, может быть, даже завершиться. Кажется, какой-то такой термин был в прошлом. Блиц. Если кто-то вспомнил этот термин, вот блиц что-то там, напишите в комментариях. Прям напишите в комментариях, но не менее 8 слов. Да, байт на комментарий. Так вот, у них, значит, намечены некие эти действия, довольно быстрые. Так зачем с 30 на 38 переносить, если у вас вот по планам все к 30-му? Хорошо, но перенесите на пару лет. Ну, на пару-тройку лет, до 33-го года. А тут нужно, дорогие друзья, немножечко назад отмотать время и посмотреть, что же у нас было до 2021 года. До 2021 года действовал план по отказу от атомной генерации в Германии и от угольной генерации, как в Германии в частности, так и в Евросоюзе вообще. Атомная генерация только в Германии, это их персональная хотелка. Ну, потому что, вы знаете, цунами, из-за которого возникли проблемы у Фукусимы-1, довольно часто встречаются в Балтийском море, и поэтому Германия, испугавшись цунами в марте 2011 года, которое произошло у берегов Японии, решила закрыть свои атомные электростанции общей установленной мощностью 22 гигаватта. Ну, потому что цунами в Японии и Балтийское море, они вот как-то взаимосвязаны в головах европейского руководства в целом, ну и Ангелы Меркель в частности. Если кто-то вдруг сейчас, так, знаете, ностальгически вспоминает, Ангела Меркель такая была классная, так это при ней решили с бухты-барахты закрыть атомные электростанции. Так вот, это их была персональная хотелка, атомные электростанции они закрыли. Я на канале Инфотек записывал ролик про историю мирового энергетического кризиса. Там был подробный разбор, для чего в принципе подобного рода действия нужны были в контексте развития энергетической структуры Европейского Союза. Поэтому сейчас на это отвлекаться не буду. Будем считать это приглашение вот на мой персональный канал. Туда можно зайти, Инфотек, и подписаться, посмотреть. Вот, а здесь отмечу следующее, просто как факт. Атомные электростанции планировали закрыть, закрывали и в итоге закрыли, правда, с небольшим опозданием, но, тем не менее, нынешнее руководство, точнее как, ушедшее руководство Германии в лице Олафа Шольца в наименьшей степени виновато в отказе от атомной энергетики. Большая часть электростанций атомных была закрыта еще при Меркель. Теперь уголь. От угля собирается отказываться весь Европейский Союз в целом. То есть это не какая-то специфическая немецкая хотелка. К настоящему моменту полностью безугольными являются Австрия, Швеция, Португалия и Бельгия.
То есть это страны, которые, взяв под козырек, с опережением графика, закрыли свои угольные электростанции. Часть этих угольных электростанций, правда, пришлось спешно расконсервировать, но потом все равно закрываем, прекращаем, потому что фу-фу-фу, модернизировать нельзя, надо закрывать. Для чего это делается? Если очень кратко, то... по большому счету, угольные электростанции пошли под нож не даже из-за экологического фактора, хотя именно экологический фактор подняли на знамя, сказали, вот, угольные электростанции вредят планете как ничто другое, вредят, да, но их можно модернизировать, можно снизить выбросы, нам плевать, мы их просто закроем. Решение это принималось в вполне конкретных условиях. Условия следующие были. Вопреки прогнозам, на фоне которых принимались решения о развитии, скажем, возобновляемой энергетики в Евросоюзе и о мерах поддержки этой самой возобновляемой энергетики. Так вот, вопреки этим прогнозам, реальность оказалась гораздо более суровой. Потребление энергоносителей в целом и электричество в частности в Евросоюзе не росло долгое время, или там колебалось в очень незначительных пределах. То есть предполагалось, что потребление электрической энергии будет расти, притом расти бешеными темпами, и развитие ВИА вклинится вот в этот рост и будет обеспечивать фактически большую часть этого роста. То есть мы предполагаем, что у нас будет расти спрос, и вот на рост этого спроса, да, страшно звучит, так вот, на рост этого спроса мы вклиниваем ветряки, солнечные панели, вот они будут обеспечивать вот этот прирост. Все. Но получилось не так. Получилось, что ВИА оказались в условиях, когда они начали каннибализировать газовую генерацию. Но газовые электростанции просто физически нужны для маневрирования. Они необходимы для того, чтобы обеспечивать стабильность энергетической системы. А угольные электростанции, по большому счету, от них можно было отказаться. Вот их решено было и исходя из экологических соображений, про которые говорили все, и исходя из вот этих новых энергетических реалий, их решено было пустить под нож. Тем более, что разговоры о том, что надо от угольных электростанций избавляться, ходили еще в нулевые годы, но тогда предполагалось, что угольные электростанции будут замещаться газовыми электростанциями. Но не получилось, не срослось, так бывает. Вот. Много планов, много прогнозов, знаете, как их все подружить, нужно просто начать реализовывать какие-то планы. Не получилось, значит, не получилось. Извините, не мы виноваты, а виновата бумажка, которую мы продолжаем следовать, на которой наши планы и описаны. То есть Германия, закрывающая угольные электростанции, это не какой-то уникальный случай, это абсолютно нормально в рамках той логики, которая диктуется общей европейской энергетической политикой. Все должны закрыть угольные электростанции. Просто Германия – это крупнейший потребитель угля на территории Европы. И большая часть этого угля идет на производство электрической энергии. В конце десятых годов порядка 40% всей электрической энергии производилась в Германии на угольных электростанциях. Притом, порядка 20-25% электрической энергии в отдельные годы, второй половины десятых годов, в отдельные годы, четверть всей электрической энергии производилась из бурого угля. А почему бурый уголь такую долю занимал, если бурый уголь априори наименее, эко-френдли, как говорят у них там? По той причине, что он добывался прямо на территории Германии. Вы берете свой ресурс, вы его по максимуму используете, минимизируете импорт. Импорт каменного угля, который там в том числе из Российской Федерации шел. Поэтому угольная генерация долгое время сохраняла свои позиции, долгое время от нее не избавлялись, но в итоге Меркель сказала, ребят, от нас требуют. Была долгая череда переговоров с представителями профсоюзов, с представителями угольных компаний, с представителями угольных электростанций, пока, наконец, не были выработаны, приемлемые с точки зрения всех переговаривавшихся сторон решения. Решения были следующие. Правительство выделяет там некие суммы на социальные, на компенсацию социальных последствий закрытия шахт и угольных электростанций. Потому как люди остаются без работы, надо этих людей куда-то девать. Помочь им пройти переподготовку какую-то, найти им другие рабочие места, может быть, раньше кого-то на пенсию отправить. Для этого нужны деньги.
к этому готовились, для этого там создавались соответствующие, накапливались соответствующие материальные ресурсы. И решено было для того, чтобы, максимально мягко провести закрытие угольных электростанций, во-первых, сначала закрывать те угольные электростанции, которые работают на привозном сырье, то есть на каменном угле, и до последнего использовать угольные электростанции, работающие на буром угле, который добывается вот здесь, вот прям тут. Мало ли, что он менее экологически чистый, чем вот каменный уголь. Мало ли, что выбросов больше. Это не важно. Сырье свое. Мы ради кого тут стараемся? Непонятно ради кого, но с учетом интереса местного потребителя, местного производителя. Все-таки вот насколько можем, пытаемся его интересы соблюсти. Вот. И так как, этот процесс был довольно болезненный априори, и его решено было растянуть по времени до 1938 года. При Меркель решено было до 1938 года. В 1921 году, от которого я предложил отталкиваться, к власти приходит светофорная, как ее стали называть, коалиция, которую возглавил лучший на данный момент, я уверен, новый канцлер побьет его рекорды, лучший канцлер на данный момент в истории Германии, чуть не сказал Отто фон Бисмарк, нет, Олаф Шольц, любитель газовых турбин. И коалиция подписала коалиционное соглашение, в рамках которого были приняты некоторые положения, касающиеся энергетической сферы Германии. Газовые электростанции по прогнозам еще середины нулевых годов должны были прийти на смену угольным электростанциям, естественным образом вытесняя их с рынка. Но подобного рода вещи произошли не в Европе, они произошли в Соединенных Штатах Америки, однако это уже совершенно другой разговор. Вернемся в Германию и к светофорной коалиции. И, среди прочего, там было сказано о судьбе угольных электростанций. Закрыть угольные электростанции решено было на 8 лет ранее озвучивавшихся сроков, в 30 году. Просто из ниоткуда возник 30-й год. И теперь господин или Herr, чуть не сказал Шмерц, всем знатокам немецкого языка большой привет, господин Мерц, Фридрих, говорит, 38-й. То есть вы там посидели, подумали и поняли, что к 30-му году не получается, да? Завершаю. Нету необходимой инвестиционной активности, нету необходимого ввода зеленой генерации, нету необходимого ввода газовой генерации. И надо откатываться к тем планам, которые были при Меркель. А объяснять этот откат нужно чем-то актуальным, чем-то таким, что на вас не бросит тень. И на ваших предшественников невольно не будет бросать тень, потому что вы будете реализовывать такую же политику. И если вы будете бросать тень на своих предшественников в стиле «да они просто зеленую волну гнали, это чушь собачья, это никому не надо», так вы же то же самое будете делать, и вам это в упрек. Вас тем же самым будут упрекать. Не-не-не, вы берете актуальную тему «ой, Россия плохая», а там безобразия могут начаться. Поэтому мы сейчас, чтобы подготовиться к безобразиям, а вовсе не потому, что все наши планы в области энергетики пошли в совершенно ненужном направлении, которое мы даже не могли предполагать. Вот, знаете, в России предполагали, что ваши планы пойдут именно так. И уже в 2021 году предполагали. Но вот вы не могли предположить. Знаете, бывает, дорогие друзья. Поэтому напрямую воспринимать слова господина Мерца не надо. Это слова, которые прикрывают провал энергетической политики Евросоюза вообще и Германии в частности. И особенно прикрывает провал светофорной коалиции, от ключевых положений которого новое руководство отказываться не будет, потому что оно будет делать практически то же самое, что делала светофорная коалиция и что делала Ангела Меркель до нее. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм, подписывайтесь на Телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, мой телеграм-канал называется «Нефтегазовая игра», и можете еще на телеграм-канал Инфотек подписаться. На сегодня, да, все, всего хорошего, до свидания.